Урок 1. Дружеские узы. Привет. Анна, знаешь, я думала о том, как некоторые люди становятся очень близкими к тебе. Это правда. Эти люди часто становятся твоими хорошими друзьями. Именно так. Интересно, как дружба развивается со временем. Не правда ли? Да, иногда все начинается с простого разговора или общих интересов. Верно. Как вы думаете, что является ключом к созданию крепких дружеских отношений? Я считаю, что доверие и общение очень важны. Открытость друг другу очень помогает. Я согласен. Кроме того, обмен опытом может укрепить эти связи, например, совместные поездки. Абсолютно. Приключения создают незабываемые воспоминания, которые вы можете хранить вечно. Кстати, о приключениях. Помните путешествие, которое мы совершили прошлым летом? Конечно. Это было так весело. Мы смеялись и подпевали любимым песням. Эти моменты еще больше укрепили нашу дружбу. Было ощущение, что мы команда. Да, и в трудные времена мы научились поддерживать друг друга. Верно. Очень важно быть рядом со своими друзьями, особенно когда им нужна поддержка. Именно так. Думаю, именно это и делает дружбу по-настоящему особенной. Быть рядом, несмотря ни на что. И праздновать успехи друг друга, какими бы большими или маленькими они ни были, тоже важно. Да, подбадривание друг друга создает позитивную атмосферу в дружбе. Есть ли у вас другие качества, которые, по вашему мнению, важны для хорошего друга? Думаю, хорошее чувство юмора — это здорово. Это делает все приятнее. Это тонический момент. Смех может облегчить любую ситуацию и сблизить друзей. Мне нравится, как дружба может со временем развиваться. Некоторые дружеские отношения становятся все глубже по мере того, как мы меняемся. Именно так. Приятно видеть, как люди общаются на разных этапах жизни. Да, путешествие дружбы всегда увлекательно и полно сюрпризов. Это действительно так. Я благодарна за дружбу, которую мы завязали на этом пути. Урок 2. Дилеммы путешествий. Привет, Анна. Я давно подумываю отправиться в путешествие, но у меня есть два варианта – Шотландия или Италия. Оба места звучат потрясающе. Что тебе нравится в Шотландии? Потрясающие пейзажи и богатая история Шотландии мне очень нравятся. Замки завораживают. Да, и горная местность выглядит потрясающе. Задумывались ли вы о посещении каких-либо конкретных мест? Мне бы очень хотелось увидеть Эдинбург и, возможно, исследовать остров Скай. Как насчет Италии? В Италии невероятное искусство и вкусная еда. Кроме того, такие города, как Рим и Флоренция, полны культуры. Верно. Архитектура прекрасна. И я не могу устоять перед идеей попробовать настоящую итальянскую пиццу. А, определенно. И давайте не будем забывать о мороженом. Какой твой любимый вкус? Думаю, я бы выбрала фисташки. Как насчет тебя? Обожаю строчатилу.
С этими маленькими кусочками шоколада оно такое сливочное. Звучит восхитительно. Итак, как вы думаете, что поможет мне выбрать между ними? Может быть, подумайте, какие впечатления вы хотите получить? Приключения на природе или погружение в культуру? Это хорошее замечание. Я люблю активный отдых на свежем воздухе, но мне также нравится изучать искусство и историю. Почему бы не совместить и то, и другое? Вы можете начать с одного места, а затем отправиться в другое. Отличная идея. Путешествие по нескольким направлениям может дать мне лучшее из обоих миров. Именно так. Вы можете отправиться в поход по Шотландии, а затем отведать блюда итальянской кухни в городах. Мне это нравится. Звучит как идеальное приключение. Что бы вы выбрали, если бы вам пришлось выбирать? Честно говоря, я бы предпочла поесть в Италии, но и Шотландия из-за пейзажей тоже заманчива. Это такой сложный выбор. Возможно, мне стоит найти лучшее время для посещения каждого места. Определенно. Изучение погоды и местных событий поможет вам принять более взвешенное решение. Я так и сделаю. Спасибо за совет, Анна. Теперь я с большим энтузиазмом отношусь к планированию. Урок 3. Исследовательская революция. Привет, Анна. Я читала о том, как исследования заняли центральное место в этой революции. Это интересно. Похоже, что исследования стали более формализованными и сложными, чем когда-либо прежде. Именно так. Сегодня исследователи используют множество методологий и фреймворков. Я знаю. Бывает очень сложно идти в ногу со всеми новыми техниками и инструментами. Верно. Но я думаю, что это тоже интересно. Достижения могут привести к новаторским открытиям. Абсолютно. Вы видели, как развивался анализ данных в последние годы? Да, используя большие данные, исследователи могут быстро анализировать огромные объемы информации. Это меняет правила игры. Это позволяет получать более точные результаты и получать более глубокое понимание. А как же сотрудничество? Исследователи работают вместе в разных областях больше, чем когда-либо. Да, междисциплинарные исследования могут привести к инновационным решениям сложных проблем. Удивительно, как разные точки зрения могут улучшить исследовательский процесс. Определенно. Это все равно, что объединять кусочки пазла, чтобы увидеть картину в целом. Кстати, что вы думаете о развитии гражданской науки? Мне нравится. Она вовлекает общественность в исследования и расширяет объем собранных данных. Верно. Это дает людям возможность вносить свой вклад в значимые проекты. Кроме того, это повышает осведомленность о таких важных вопросах, как изменение климата или биоразнообразие. Именно так. Это делает науку более доступной и инклюзивной. Как вы думаете, есть ли проблемы с этой тенденцией? Да, контроль качества может быть проблемой. Обеспечение точности данных имеет решающее значение. Хорошие замечания. Но при наличии надлежащих рекомендаций это может быть очень эффективно. Я согласен. Все дело в том,
чтобы найти баланс между участием и строгостью в исследованиях. Это захватывающее время для исследований. Мне не терпится увидеть, что ждет меня в будущем. Я тоже. Возможности безграничны, и мне очень приятно быть частью этой революции. Урок 4. Устранение загромождения снов. Привет, Анна. В последнее время я подумываю о том, чтобы убирать беспорядок в наших домах. Звучит великолепно. Мне всегда хотелось создать более организованное пространство. Именно так. Может быть приятно разобраться в том, что нам больше не нужно. Конечно. Какова ваша стратегия по запуску проекта по уборке мусора? Мне нравится работать по одной комнате за раз. Так мне не так сложно. Это разумный подход. Я слышал, что правило 1 на 1 тоже полезно. Да, если вы приносите что-то новое в свой дом, вы отпускаете что-то старое. Это отличный способ предотвратить повторное накопление беспорядка. У вас есть любимое место для уборки мусора? Думаю, моему шкафу нужно больше всего внимания. У меня есть одежда, которую я уже много лет не ношу. То же самое и здесь. Я всегда держу одежду из сентиментальных соображений, даже если я ее не ношу. Понимаю, иногда трудно отпустить. Может быть, и сфотографирование поможет. Это умная идея. Воспоминания можно сохранить без физических предметов. Именно так. А как же книги? У меня их так много, что я прочитал всего один раз. Книги тоже сложны. Я стараюсь оставить только те, которые действительно люблю или планирую прочитать снова. В этом есть смысл. Думаю, пожертвование было бы отличным вариантом для тех, кто мне не нужен. Да, пожертвования могут помочь другим и освободить место в вашем доме. Это беспроигрышная ситуация. Какой твой любимый совет по поддержанию порядка? Мне нравится использовать бункеры для хранения. С ними все выглядит аккуратно и легко найти. Отличный совет. Мне следует вложить деньги в несколько мусорных баков, чтобы помочь в организации. Абсолютно. А маркировка их может еще больше упростить поиск вещей. Обязательно попробую. В конце концов, уборка мусора может превратиться в забавный проект. Это действительно возможно. Только представьте себе удовольствие от чистого, организованного пространства. Не могу дождаться начала. Свежая обстановка будет очень приятной. Урок 5. Стратегии снятия стресса. Привет, Анна. В последнее время я немного нервничаю, и мне нужно найти способы избавиться от него. Я прекрасно понимаю. Я занимаюсь глубоким дыханием и занимаюсь физическими упражнениями, которые помогают мне расслабиться. Глубокое дыхание звучит эффективно. Как использовать это в своей повседневной жизни? Обычно я трачу несколько минут утром на то, чтобы сосредоточиться на дыхании перед началом дня. Отличная идея. У вас есть определенная техника, которой вы следуете. Да, я глубоко вдыхаю, считая 4, задерживаю на 4 и выдыхаю на 4. Это успокаивает.
Мне придется это попробовать. Какие упражнения вы считаете наиболее полезными для снятия стресса? Обожаю бегать. Это очищает мой разум и поднимает настроение. Бег– это просто фантастика. Я предпочитаю ягу, так как она сочетает в себе растяжку и внимательность. Йога прекрасно подходит для релаксации. У тебя есть любимая поза? Мне очень нравится детская поза. Она так успокаивает и успокаивает. Отличный выбор. Мне нравится поза воина для укрепления сил и уверенности в себе. Сила и уверенность очень важны. Есть ли у вас другие способы расслабиться? Мне также нравится слушать музыку или читать хорошую книгу. Они переносят меня в другой мир. Музыка– отличный способ сбежать. Какую музыку вы слушаете, когда хотите расслабиться? Я предпочитаю мягкую инструментальную музыку или успокаивающие звуки природы. Они помогают мне сосредоточиться. Мне тоже нравятся звуки природы. Они создают умиротворяющую атмосферу. Как насчет медитации? Да, я стараюсь медитировать по несколько минут в день. Это действительно помогает мне сосредоточиться на своих мыслях. Звучит выгодно. Я слышал, что медитации под руководством инструктора могут быть полезны для новичков. Абсолютно. Доступно множество приложений с сеансами с гидом для различных нужд. Я обязательно займусь этим. Приятно знать, что существуют различные варианты снятия стресса. Конечно, у каждого свои методы, и дело в том, чтобы найти то, что подходит именно вам. Именно так. Мне не терпится изучить эти идеи и создать свой собственный распорядок для снятия стресса. Урок 6. Основы гидратации. Привет, Анна. В последнее время я подумываю о том, чтобы избежать обезвоживания. Звучит великолепно. У вас есть любимая бутылка для воды, которой вы пользуетесь. Да, у меня есть прочная и изолированная бутылка для воды. Благодаря этому мои напитки остаются холодными весь день. Это круто. Я тоже люблю изолированные бутылки. Они очень важны. Абсолютно. Какой вид вы используете? У меня есть очень легкая и удобная для переноски модель из нержавеющей стали. Это удобно. Вы предпочитаете пить обычную воду или что-то добавляете в нее? Мне нравится добавлять ломтики лимона или листья мяты для освежения. Как насчет тебя? Мне нравится заливать воду фруктами, такими как ягоды или огурцы. Это так вкусно. Звучит очень вкусно. Настаиваемая вода также может побудить вас пить больше. Именно так. Это делает гидратацию более приятной. Ты везде носишь бутылку. Да, я всегда беру его с собой, независимо от того, работаю ли я или занимаюсь спортом. То же самое и здесь. Очень важно иметь под рукой воду, особенно в жаркую погоду. Определенно. Гидратация помогает поддерживать уровень энергии в течение дня. Я читал, что употребление достаточного количества воды также может улучшить концентрацию внимания. Да,
Гидратация крайне важна для работы мозга. Удивительно, как это влияет на нас. Какова ваша цель ежедневного потребления воды? Я стремлюсь потреблять около 2 литров в день. Звучит как много, но с этим можно справиться. Это ваша цель. Я стараюсь пить не менее 8 стаканов в день. Это отличная мишень. Вы когда-нибудь пробовали использовать приложение для отслеживания воды? У меня нет, но я слышу, что они могут быть очень полезны для отслеживания. Они могут напоминать вам регулярно пить воду, что очень полезно. Мне стоит разобраться в этом. Возможно, это поможет мне более регулярно увлажнять кожу. Урок 7. Влияние изменений. Привет. Анна, вы слышали о недавних изменениях, внесенных Nike? Да, это интригует, но общий эффект этих изменений пока неизвестен. Именно так. Удивительно видеть, как такой крупный бренд адаптируется. Что вы думаете? Думаю, это может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на их имидж и продажи. Конечно, несколько групп по всему миру регулярно проверяют производительность Nike. Это правда. Вероятно, они хотят увидеть, как эти изменения влияют на поведение потребителей. Как вы думаете, изменения в основном вызваны рыночными тенденциями? Определенно. Компании должны оставаться актуальными и реагировать на потребности клиентов. Интересно, как быстро тренды могут меняться. Заметили ли вы какие-либо конкретные изменения? Да, я видел, что в их продуктах основное внимание уделяется экологичности и экологичным материалам. Это разумный шаг. Многие потребители все больше заботятся об окружающей среде. Абсолютно. Бренды, которые ставят во главу угла устойчивое развитие, часто привлекают постоянных клиентов. Как вы думаете, усилия Nike вдохновят другие компании последовать их примеру? Думаю, да. Когда ведущий бренд вносит изменения, другие часто обращают на них внимание и адаптируются. Это эффект домино. Как вы относитесь к балансу между прибылью и этикой? Это непростой баланс. Компании должны быть прибыльными, но в то же время ответственными. Я согласен. Потребители все чаще ищут бренды, соответствующие их ценностям. Да, приятно видеть, что все больше людей выступают за этические нормы в бизнесе. Надеюсь, что эти изменения приведут к позитивным изменениям в отрасли в целом. Я тоже. Приятно думать о потенциальном влиянии на будущие поколения. Определенно, изменения могут привести к инновациям и лучшим практикам для всех. Урок 8. Приключенческие истории. Привет, Анна. Я только что прочитал невероятную приключенческую историю о торговце мехом. Звучит захватывающе. Что с ним случилось? Он передвигался по порогам и скалам на максимальной скорости, когда попал в опасную ситуацию. Вау! Наверное, это было очень напряженно. Удалось ли ему благополучно выбраться?
Да, но через несколько дней его нашли в очень грубом состоянии. Удивительно, насколько он был стойким. Это невероятно. Удивительно, как люди могут выжить в таких экстремальных условиях. Абсолютно. В этой истории рассказывалось о трудностях дикой природы и духе приключений. Обожаю такие истории. Они могут быть очень вдохновляющими. Тебе часто нравится читать книги о приключениях. Верю, они переносят меня в разные миры и заставляют меня больше ценить природу. То же самое и здесь. Я нахожу приключенческие истории захватывающими. Они также часто преподают отличные уроки настойчивости. Именно так. Опыт торговца мехом многому научил его выживанию и приспособляемости. Какие еще элементы этой истории запомнились вам? Командная работа трейдеров впечатлила. В безопасности они полагались друг на друга. Командная работа очень важна в сложных ситуациях. Это действительно может изменить ситуацию к лучшему. Определенно, это показывает, как сотрудничество может привести к лучшим результатам. У вас когда-нибудь было незабываемое приключение? Да, прошлым летом я ходил в поход и немного заблудился. Это было и страшно, и волнительно. Похоже, это настоящее приключение. Как вы нашли обратный путь? Я воспользовался GPS своего телефона и повторил свои шаги. Это научило меня быть более подготовленной в следующий раз. Отличное мышление. Всегда полезно иметь план, особенно на открытом воздухе. Конечно, теперь я ношу с собой карту и дополнительные принадлежности, когда отправляюсь в поход. Урок 9. Планы кофейни. Привет, Анна. Я с нетерпением ждала нашего свидания за чашкой кофе. Отлично. Надеюсь, когда мы приедем туда, не будет слишком людно. Я тоже. Мне нравится непринужденная атмосфера, где мы можем комфортно поболтать. Именно так. Вы имеете в виду любимую кофейню. Я думала об этом новом месте в центре города. Я слышала об этом много хорошего. Я слышала об этом. Что тебе в ней больше всего нравится? Атмосфера кажется привлекательной, и у них есть широкий выбор напитков. Звучит замечательно. Мне нравится пробовать новые вкусы кофе. Какой ваш любимый заказ? Обычно я предпочитаю классический латте, но я готов попробовать что-то новое. Тебе стоит. У них могут быть уникальные сезонные вкусы. Вы когда-нибудь пробовали ароматный латте? Да, однажды я ела латте с тыквенными специями, и оно было очень вкусным. Они так популярны. Мне нравится покупать их осенью. Как насчет выпечки? Не могу устоять перед хорошим круассаном. У тебя есть любимая выпечка? Обожаю миндальные круассаны. Они такие слоеные и вкусные. Звучит потрясающе. Нам обязательно стоит кое-чем поделиться. Отличная идея. Это сделает наше впечатление от кофе еще лучше.
Планируете взять с собой книгу или что-нибудь почитать, пока мы приедем? Возможно, я принесу роман, который я читал. Приятно насладиться хорошей историей за чашкой кофе. Звучит отлично. Мне нравится, что кофейни могут быть уютными местами для чтения. Да, кроме того, это отличный способ расслабиться и провести время в тишине. Не могу дождаться. Давайте встретимся в кафе и насладимся хорошими напитками и беседой. Урок 10. Преступление и последствия. Привет, Анна. Недавно я посмотрела документальный фильм о преступности и ее влиянии на общество. Звучит интересно. Чему было посвящено основное внимание документального фильма? Было изучено, как определенные преступления могут изменить районы и жизнь жителей. Это мощная тема. Приводили ли они примеры конкретных преступлений? Да, они описали ограбление, которое потрясло всю общину. Это стало тревожным сигналом для всех. Могу себе представить. Просто безумно, как один инцидент может изменить представление людей о безопасности. Именно так. В документальном фильме рассказывалось о том, как страх может мешать людям участвовать в общественных мероприятиях. В этом есть смысл. Когда люди чувствуют себя в безопасности, они уходят из своего окружения. Верно. По словам рассказчика, это создает цикл изоляции, который может привести к росту преступности. Это тревожный цикл. Были ли предложены какие-либо решения в документальном фильме? Да, они предложили общественные программы, поощряющие соседей общаться и поддерживать друг друга. Звучит как отличный подход. Налаживание отношений может помочь снизить уровень преступности. Абсолютно. Кажется, что когда люди знают друг друга, они заботятся друг о друге. Я согласен. Доверие в сообществе может создать более безопасную среду для всех. В документальном фильме также подчеркивается важность привлечения местных правоохранительных органов к общественным мероприятиям. Отличная идея. Когда люди видят в полиции часть общества, это может укрепить доверие. Определенно, это помогает гуманизировать полицию и поощряет открытое общение. Приводили ли они примеры успешной реализации этой стратегии? Они рассказали о программе районного дозора, которая значительно снизила уровень преступности в одном районе. Это вдохновляет. Это показывает, что упреждающие меры могут привести к позитивным изменениям. Да, это стало напоминанием о том, что каждый может внести свой вклад в создание более безопасного сообщества. Урок 11. Одежда для успеха. Привет, Анна. Я уже подумываю о предстоящем интервью. Это захватывающе. Вы уже выбрали, что надеть. У меня хороший костюм, но мне интересно, стоит ли мне включать в стоимость химчистки деловой одежды. Хороший вопрос. Важно выглядеть стильно и профессионально. Что скажешь? Я согласен. Чистый костюм может произвести отличное первое впечатление. Но нужно ли упоминать стоимость? Это зависит от контекста. Если это расходы, связанные с работой, возможно,
их стоит включить. В этом есть смысл. Я хочу показать, что серьезно отношусь к своей внешности. Абсолютно. Это отражает ваш профессионализм и внимание к деталям. Вам когда-нибудь приходилось готовиться к большому интервью? Да, я помню, как надела сшитое на заказ платье, которое заставляло меня чувствовать себя уверенно. Это очень помогло. Главное — уверенность. Надеюсь, мой костюм подойдет мне так же. Так и должно быть. Просто убедитесь, что вам в нем тоже комфортно. Комфорт — это важно. Я не хочу отвлекаться на плохо облегающий костюм. Именно так. Трудно сосредоточиться, если вы беспокоитесь о своей одежде. Я также подумаю о своей обуви. Вам не кажется, что они действительно могут дополнить образ? Определенно. Полированная обувь также подчеркивает внимание к деталям. Какой стиль вы имеете в виду? У меня есть классические кожаные туфли, которые должны идеально сочетаться с костюмом. Отличный выбор. Классические стили — всегда беспроигрышный вариант для собеседований. Надеюсь, все будет хорошо. Какие-нибудь советы в последнюю минуту для меня? Просто будьте собой и не забывайте улыбаться. Это помогает успокоить нервы. Спасибо, Анна. Я учту это при подготовке. Урок 12. Планирование на будущее. Привет. Анна, я только что получила подробности проекта, и все звучит хорошо. Приятно это слышать. Каков следующий шаг? Давайте назначим встречу на следующей неделе, чтобы все доработать. Как это звучит? Звучит отлично. Какой день лучше всего подходит для тебя? Я доступен во вторник и четверг. Какую из них ты предпочитаешь? Думаю, во вторник будет лучше. Это дает нам время подготовиться. Отличная идея. К какому времени нам следует стремиться? Как насчет 10 утра? Таким образом, мы сможем начать день заново. У меня работает 10 утра. Должны ли мы встретиться в обычной кофейне? Да, мне нравится это место. Здесь уютно и отлично подходит для мозгового штурма. Именно так. Как вы думаете, нам следует подготовить повестку дня встречи? Определенно. Наличие повестки дня позволит нам сосредоточиться и охватить все интересующие нас вопросы. Я могу составить его и поделиться им с вами до встречи. Похоже на план. Какие темы нам следует включить? Нам следует обсудить цели проекта, сроки и любые потенциальные проблемы. Хорошие баллы. Мы также можем поговорить о командных ролях и обязанностях. Да, уточнение ролей поможет избежать путаницы в будущем. Кроме того, нам следует уделить время вопросам. Важно, чтобы все чувствовали себя услышанными. Абсолютно. Я хочу убедиться, что мы все на одной волне. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.